Доброе утро, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. И сегодня мы рассмотрим такое прекрасное явление, а порой страшное, как магия. Существует ли она в нашем мире или нет? Или это придумки, или это не придумки? Начну с самого верха. Наш мир – это большая, магическая игра жизни. Здесь все оживает, здесь все говорит, здесь все делится энергией между собой. Люди с людьми, деревья с деревьями, земля, бактерии, все делится энергией. Или забирает, или дает круговорот. Это и есть большая магия жизни. Что касается человека. Человек – это прекрасное явление на планете Земля. Может ли человек воздействовать на другого человека? Да, человек может воздействовать как негативно, так и позитивно. Все зависит от выбора человека, куда человек идет. В высокие вибрации или в низкие вибрации. Потому что без них никуда. Иначе была бы жизнь неинтересная. Благодаря низким высоким вибрациям создается такое прекрасное явление, как жизнь, которое мы с вами не оживляем, которому мы не даем жизнь, которое существует естественным образом само. И оно привносит в эту жизнь только азарт, страсть, для прохождения тяжелых испытаний и переживаний, и воздействий, и потом исцеления. Это все есть магия жизни. Сегодня магическое утро на Бали. Я рад вас здесь приветствовать. Это фантастическое место. У меня за спиной река, она магически воздействует на каждое сознание. Шум. Это такие вибрации. Они очень прекрасные. Важно сконцентрироваться на моем голосе, и тогда вы сможете нырнуть в мое сознание, в мою душу и мое понимание. Это также будет магией, которой человек может воспользоваться в телевизоре, углубиться благодаря разговору в мой мир, индивидуальный, какой я могу на данный период осознавать. Осознание естественным образом меняется в течение жизни. И это прекрасно. Миша не может быть одним и тем же постоянно. Он постоянно подвержен изменению, как и вся окружающая среда и мир. Это естественный прекрасный процесс. Магия. Воздействие низковибрационных частот на людей. Да, не существует. Зачастую это делают сильные, волевые души, которые не в силе познать любовь Творца. Я немного расскажу за их мир. Можно? Они не чувствуют эту любовь. У них существует большая энергия и сила. И они ей пользуются, воздействуя на обычных люд, более слабых людей, которые и неверующие, и никакие. Потому что на них легко воздействовать. Низкие вибрации никогда не смогут воздействовать, но они будут стараться, это естественный процесс. Даже и будет получаться порой на осознанных людей. Они выступают для осознанных людей учителями, помощниками к созреванию. Без их помощи невозможно прийти к просветлению и осознанности. Они существуют как частица на пути к просветлению и осознанию себя. Кто ты? Кто я? Низкие вибрации, они в человеке. И у меня сейчас есть низкие вибрации. В древности называли это низкий левый дьявол и ангел. Это в древности так называли, просто упрощенно. В современном мире называют это низкие вибрации, высокие. Они все присущи во мне.
Все. И в каждом из вас человеке. Но в осознанном мире и у человека, который стремится к осознанности, есть контроль. Контроль над своими над своими чувствами, над своим мышлением, над своими действиями и над своими пониманиями. Осознанный человек не дает волю низкочастотным вибрациям войти в его мир и овладеть им и его телом. Его телом. Он старается. Он слышит, когда они начинают с ним разговаривать. Он слышит ихние советы. Он слышит, как они пытаются воздействовать. И он же слышит, как надо пройти те или иные испытания. Осознают ли это низкие вибрации? Нет. Низкие вибрации этого не осознают. Потому что этим человеком управляют они. Это очень такой интересный путь, понимаете? Они осознают, что они воздействуют. Они осознают, что они получают энергию. Но они не осознают последствия, которые будут для них. И где они окажутся после этого перехода. Но это путь. Это путь каждой прекрасной души. Достигнуть цели. Эти низкие вибрации отправляются в свой мир, высокие вибрации отправляются в другой мир. Понимаете? И это прекраснейшая игра, где у каждого есть свобода выбора. Как воздействуют низкие вибрации? Они могут атаковать психологически, в основном психологически. Понимаете, это все связано с мыслями, с психологией, агрессией. Это все низкие вибрации. Низкие вибрации содержатся, когда человек выпивает, курит, употребляет мясо, разумную живность, более разумную. Я не говорю, что все неразумное, но наш организм состоит так, что если вы употребляете говядину, мясную, курицу, ну такое. Рыжик, что ты пугаешься, ты барбос на измене. И получается, в этих ситуациях, я заговорил за низкие вибрации, может он уже боится, человек может соприкасаться с этими частотами. Они поступают в него в качестве мыслей, в качестве пищи. Мы этого не хотим, но это случается. Надо узнать законы нашего мира. Там, где мы с вами просыпаемся, ничего не создаем. Вот этого пушистого красавчика создает жизнь. Он себя не создает. И я его не создаю. И все вибрации, в которые в него входят, и которыми может он совладать, это его индивидуальный путь. Воздействие магии на человека. Колдуны, все это существует. Все это существует в низковибрационном уровне. Все активирует на высоких уровнях. Там, кто у нас во главе, магия существует на каждом левеле, на каждом уровне. У самых верхушек там тоже есть магические ритуалы. Кстати, войны – это часть магических ритуалов. Часть. Неотъемлемая. Инь и янь. Войны, ну все. Вот куда вы ни копнете, везде есть магия. Везде. От бытовой жизни к самой верхушке. Потому что благодаря этому происходит игра. Давайте создадим магию в любви. Это мое обращение. Магия в любви, когда ты любишь, тогда на тебя не может ничего воздействовать. Ни одна энергия. Она воздействует, как учитель. Ты ее понимаешь, и она будет до конца ваших дней воздействовать. Потому что она выступает учителем для вас. Осознанный человек ее уже не отвергает. Он ее видит, принимает, понимает и не считает, что она плохая. Он даже не использует эту вибрацию в отношении ее. Он говорит, всему должно быть. Понимаете? Это тоже есть момент. Не осуди. Даже не осуди низкие вибрации. Я их не защищаю. Но я бдю и понимаю, что их нельзя осуждать, потому что они часть нашего быта, нашей жизни.
нашего взросления. Это наш учитель для людей, кто стремится к просветлению. И это погибель для того, кто этого не хочет делать. Они уничтожаются. Этими силами, да, жестко, коварно они уничтожаются, съедаются. Но они должны тоже питаться. Кем они завладели, тот человек не стремится к Богу, познать себя и любовь. Если он стремится, он с любой ситуации выйдет. С любой, без исключения. На все есть воля ваша. Если вы обращаетесь к Создателю, вы хотите выйти из сложной ситуации, выйдите. Подсказки учиться слушать с окружающего мира. Кто может вам подсказать? Кто может вам указать путь к просветлению? Кто может вам дать энергию к пробуждению? Кто вам может выступить учителем к пробуждению? Вы всегда можете также обратиться ко мне. Я каждому человеку помогу, как смогу. Это я говорю искренне. Любому. Любой вибрации. От самой низкой до самой высокой. Я могу взаимодействовать с каждым человеком. С каждой энергией. Не отрицая ее, а принимая. С любовью. Мой путь – показать этим вибрациям, что существует высокий путь. Он не является лучшим, но высокие энергии дают любовь. Только они дают любовь. Только они могут вас исцелить душевно. И вы можете познать этот мир не только с глубины низких вибраций, а со всего и с высоты. Вы можете овладеть всеми этими энергиями. Каждый, кто практикует магию, вы можете обратиться за помощью и узнать, как можно выйти на другой уровень взросления, мудрости и просветления. Всем мир, прекрасным людям, всем душам, всем животным. Рыжик передает своему котячему миру привет. У него все хорошо, он добрый и отзывчивый. Я вас всех люблю и обнимаю и шлю свет своей любви всем. Да будет любовь и мир для тех, кто этого пожелает. С любовью и уважением, Михаил.